Всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Мертоглу турецкие узоры. Сегодня я вам хочу показать еще одну модельку, какую я вязала. Сейчас я вяжу ее в другом цвете. Связаны эти тапочки тунисским вязанием, вот с такой розочкой. У меня в прошлой модельке была розочка немножко другая. Не люблю вязать одинаковое, поэтому в этот раз подобрала такую розочку. Подошва тоже у нас тунисским вязанием. Значит, вязала я ее вот по такой схеме. Высоту 23 ряда, в ширину 22 петельки. Вот я обвела контуры. Между контурами розочкой это мы все провяжем белым цветом. Вот так вот. Вот за скриншотте. Теперь в этот раз я взяла крючок номер 3, чтобы они помягче были. Значит, ниточки, вот у меня такие ниточки. Розовые оттенки, зеленые, белый, кремовый. Вот такой, даже не знаю, как этот цвет назвать. Так, это акрил, 100 граммах, 225 метров, антипилинг. Вот такими ниточками я вязала. Так, ну вроде бы основное все сказала. Начало тапочка с мыска, 14 петель. Я набрала цепочку из 14 петель. Сейчас мы ее провяжем. Вот цепочка для тех, кто первый раз вяжет тунисским вязанием. Не бойтесь крючка. Значит, первый ряд набираем петельки и провязываем. Со второго ряда начнем делать добавки. Вот, ввели крючок, вытащили петельку, ввели, вытащили. И так до конца ряда, до последней петельки. Наберем и вернемся в начало ряда. Так, вот она последняя петелька. Захватили. Все. По 2 петельки я возвращаюсь в начало ряда. Теперь первые 5 рядов будем провязывать с накидами. С 6 ряда начнем вводить узор. Значит так, петелька у меня на спице, на крючке. Первую провязала, сделала накид на себя. Провязываем петельки до конца ряда и также в конце сделаем накид. Вот осталось 2 петельки, накид на себя, предпоследнюю провязали, последнюю крючок ввожу под 2 дужки, захватила, все вытащила и возвращаюсь по 2 петельки в начало ряда. Вот так. Так провяжем 5 рядов. Всё. Первая на крючке остается, вторую провязываем, делаем накид. Вот он накид поднимаем, не забываем про него. И так идем до конца ряда. Провязываем 5 рядов. Сами на 6 ряду будем вместе вязать узор. Я провязала 5 рядов. На спице у меня 22 петли. Теперь 6 ряд. Вместе с накидом будет 24 петли. Провяжем средние по узору. Средние 16 петель белым цветом. Значит, 1 делаем сейчас накид. 2 накид. 3, 4, да? 4 розовых. Провязала 4 розовым вместе с накидом. Следующие провязываем 16 петель белым цветом.
Подсоединила ниточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Осталось у нас 3 петли. Доберем накид и будет 4 опять же розовых. Подключаю я новую ниточку. Подтянем тут ее хорошенько. Накид. Последняя. Последнюю протянули. Вот 4 розовых в начале, 4 розовых в конце, 16 белых посередине. Возвращаемся в начало ряда. Начнем вязать нашу розочку. Розовый над розовым, белый над белым. По 2 петельки. Идем в начало ряда. 6-й ряд провязали. Следующий 7-й ряд я тоже вяжу с накидом. Сделали накид. 3 розовых на спице. Дальше вяжем по схеме. Одну белую. Белым цветом провязываем 7 петель. 4, 5, 6, 7. Теперь начинаем вводить зеленый цвет. Все. Дальше будем вязать по схеме. Первые пару рядов сами провяжу. А дальше до конца сами. В первом ряду у нас только одна зеленая клеточка. Вяжем белым. Добавляем одну беленькую. 4. И здесь будет 4 розовых. Раз. Один накид. 2. 3. Под 2 дужки ввела. 4-ю. Все, возвращаемся в начало ряда. Теперь, что я еще хотела сказать про накиды, да? Значит, следующий ряд, 7-й, нет, это я сейчас на 7-м, 8-й ряд. Я буду вязать без накида. 9-й ряд буду вязать с накидом. Предпоследние ряды провяжу накид через ряд. 2 ряда. Еще 2 ряда через 2 ряда. Понятно? В общем, в предпоследних рядах через ряд по накиду сделала. И в последнем ряду через 2 ряда последний накид. Всего у меня будет сколько? 32 петли. Ширина тапочка у меня будет 32 петли. Значит, 32 петли набираем. Провязываем, делая накиды до 8-го ряда в каждом ряду. Потом через ряд. И последние через 2 ряда. Тогда получится у нас мысик закругленный. Красивенький, веселенький. Так, вот дошли до конца. Теперь у нас 8-й ряд. Накид не делаю. Так, начинаем белым. Раз, два, вяжем белым. Дальше по схеме. Идем до зеленого цвета, не довязываем одну петельку. Вводим, у меня это темно-зеленый цвет. Хотя подобрать светлый хаки и темный хаки было бы лучше. Одна такая.
одна зеленая. Все, до конца дальше вяжем белым. Вот, начало узора положено. Смотрим схему и вяжем. Не забываем про накиды. Расширяем наш тапочек. У меня 32 петли. Может, если у вас шире нужно, можете сделать 34. Смотрите по своему размеру. Вяжем до конца и возвращаемся обратно. Вот в конце мы в этом ряду накид не делали, поэтому зарапортовалась уже. Вот так вот, девочки, вот. Возвращаемся обратно. Вяжем по схемке 23 ряда, 32 петельки. Я к вам вернусь. Провязала я мысочек. Он у меня получился 33 ряда в высоту. После узора я провязала 1, 2, 3, 4, 5 рядов. В начале 5 и здесь 5. Теперь перехожу в боковой части. Вот такая изнаночная сторона. Запутала все ниточки, протянула их под ниточками, узелки не завязывала. Хорошо попрятать все кончики, чтобы ровненько было. Можно положить под толстую книгу, ну или под какой-то пресс, груз. Потому что когда вот такой жаккард вяжем, бывает, что оно бугристое вязание получается. Значит, теперь начинаем боковую сторону. 13 петель я набираю. Посередине для проема оставлю 6 петель. Вяжем однотонным цветом боковую сторону. У меня будет 32 ряда. Так, раз, два, три, четыре, пять, 10, 11, 12, 13. Вот, свяжем правую, потом отсчитаем 6 средних петель и перейдем на левую сторону. Все, возвращаемся. Вот так вот. Ровным вязанием я никакие больше узоры не вставляла, потому что, чтобы не было сильно наляписто. Впереди розочка. Все, девочки, вяжем нужную длину тапочки. Примеряем на свой размер. И так вяжем до конца. Вот, провязываем вот эту сторону до пяточки. Потом перейдем сюда. Провязали нужную длину тапочки. 13 петелек у меня было на спице. В конце вот здесь я добавила еще одну петельку. Мне нужен высокий был задник. Вы можете этого не делать. Закрываем последний ряд, закрываем петли. И также начнем вязать вторую сторону. Вот так вот я закрываю петли. Крючок ввела, захватила и протянула через петельку. Захватила и протянула. Так, последние 2 штучки. Последнюю. Еще раз. Все. Теперь сейчас мы это дело отрежем. Все. Теперь что дальше? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петелек оставляем для разъема.
Набираем 13 петель и вяжем левую половинку. Свяжем, закроем и начнем вязать бортики. Раз, два. Теперь эту ниточку подтянули. Вот так вот я ее буду перебрасывать, чтобы она запуталась у нас в процессе вязания. Теперь опять сюда ее перебросим. Ой. Все, и так вяжем нашу левую половинку. Последнюю петельку под две дужки захватили и возвращаемся обратно. Вот так вот. Довяжем, я к вам вернусь. Закончила я вторую половинку тапочка. Теперь буду набирать петли по всему тапочку. Для этого я что буду использовать в этот раз? Круговые спицы. Две пары. Номер 2,5. Две пары одинаковых спиц взяла. Будем набирать. У меня получилось на первом тапочке 143 петли. Вот мы закрыли петельки. Сразу последнюю петельку одеваем на спицу. И вот под каждую вводим крючок. Кому удобно, можете спицы набирать. Под каждую петельку ввожу крючок и вытягиваю петельку. Подтягиваю, чтобы они не были сильно рыхлыми, слабыми. Вот так вот подтягиваю. На мыске сразу отметим серединку, чтобы у нас с каждой стороны было одинаковое количество петель. Наберем все петли до конца и обратно вернемся лицевыми петлями. Один ряд будет у нас наборный, второй ряд лицевыми петлями, соответственно, с изнанки, с лица будут изнаночные, и следующий будем вязать узелки потом. Сейчас я на эти спицы наберу, а второй парой буду вязать. Так удобнее будет. Понятно, да? Вот так вот набираем в каждую дырочку по одной петельке. И так до конца наберем петельки. Провязали мы с изнаночной стороны лицевыми петлями. Вот такая красотень у нас получается. Изнаночный ряд. Теперь что мы будем делать? Узор узелки. Я буду его вязать белым цветом. Сейчас подтяну спицу. Так, первую ниточку провяжу. Вторую тоже провяжу для симметрии. Значит, что мы делаем? Одну петлю я снимаю. Из одной петли вывязываю 3. Одна лицевая, один накид, одна лицевая. Одну сняла. Из одной петли 3. Одну вытащила, одну накинула, одну вытащила. И так до конца ряда. Одну сняли. Из одной петли 3. Раз, два, три. Одну сняла. Раз, два, три. И в конце я закончу, тоже провяжу одну лицевую. Одну сняла. Раз, два, три. Одну сняла. Одна лицевая. Одну накинули. Одна лицевая.
одну сняла, из одной петли 3, одну лицевую. Да что ж такое? Одну накинула и одну лицевую. Все. Так продолжаем до конца ряда. Провязала я первый ряд наших узелков с лицевой стороны. Переходим на изнаночную сторону. Что я здесь делаю? Петли, которые были 3 набранных, вот ниточка тут впереди у нас идет, 3 петли я провязываю вместе лицевой, спицы новые, немножко острые. 3 петли вместе лицевой, снятую петлю я снимаю, не провязывая. Три петли вместе лицевой, снятую сняли, 3 вместе, снятую сняла. И так до конца ряда. 3 вместе, снятую сняли. Три вместе, снятую сняли. Так, для тех, кто вяжет первый раз, 3 вместе, снятую сняли, 3 вместе, снятую сняли. Вот что у нас получается. Вот такие вот узелки у нас получаются. Провяжем так до конца ряда. И дальше следующие 6 рядов я провязала лицевыми петлями. Обычная лицевой гладью чулочная, да, платочная чулочная вязка. Вяжем. Значит так, провязала я 4 ряда, 6 рядов лицевой вязкой. И по лицевой стороне закрыла все петли. Теперь нашли серединку. Подошву я буду вязать тунисским вязанием. Начинаю с 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 5 в эту сторону и 5 в другую. Начну с 10 петель и расширю их до скольки? До 18. 1. Так вот наберу сейчас петельки. 2. 3. Набираем 10 петель. Набрала 10 петель, возвращаюсь обратно. И также с накидами буду расширять до 18 петель. И на 18 петлях буду вязать подошву тунисским крючком. Подтянули. Теперь спицу вводим в боковую петельку. Подтянули. Смотрите, вот первую провязала, накид на себя, идем до конца. Предпоследние 2 остались, сделаем накид на себя, 1, вторую подхватила, сюда ввела, захватила ниточку, протянула. Вот. Возвращаюсь на начало ряда. Так, возвращаемся на начало ряда. Второй ряд точно так же сейчас будем делать. Дошли до конца ряда, вытащили нашу петельку, первую провязали, накид с предыдущего ряда не забываем провязывать,
Таким способом будем расширять подошву в каждом ряду, в начале и в конце, делая по накиду. Ну или же можно добавлять петлю с межпетлевой петли. Вот ввела спицу, теперь под 2 дужки и протянула через первую, подтянули. Все, возвращаемся обратно. Наберем 18 петель и будем вязать подошву до начала пятки, ну, до конца, до сюда провяжем. Пятку я буду вязать на 10 петлях, на средних 10 петлях я буду вязать пятку. Вот опять сюда протянула, первую провязали, набросили накид. Ну все, с этим вроде бы все понятно. Вяжем подошву. Если, может, для кого-то будет 18 петель много, можете набрать, естественно, меньше. Ориентируйтесь, опять же, по своему размеру. Плюс-минус 2 петли. Все, я возвращаюсь я в начало ряда. Вот так вот. Вот так будет вырисовываться. Вот. Вяжем до конца. Провязала я свою подошву. Дошла вот, сравняла боковушку с подошвой. 18 петель. Теперь буду вязать пяточку на 10 петлях. Значит, здесь у нас 18. Оставлю с каждой стороны по 4 петельки. Они пойдут в пяточку. Довязываю последний ряд. Так, раз, два, три, 4. Вот, протянула их вместе. Одну отсюда вот захватила. Теперь, это на спице, вот это вот я не провязываю. Вот это вот. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 10-я петля. 4 у нас осталось с подошвы. 2 вместе провязываю. Все, возвращаемся обратно. Саму боковушку мы провяжем обычным способом, вводя под 2 дужки крючок. Так, теперь 3 петельки у нас тут осталось. Вот так вот. Подтянули. Вот вторую. 2. Первые 2 ряда 10 петель на пяточку. Считайте, чтобы не пропустить петельку, пока они обозначатся более четко боковые петельки. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, раз, два, три осталось. 2 вместе. И так далее. Вот, вяжем до конца. Довязываю нашу пяточку до конца. Вот, смотрим, чтобы эти белые 2 полосочки были друг напротив друга, совпадали. 10 петель. Довяжу ее, закрою, как обычно. Сделаем обвязку. Хотите, так как у меня биечкой. Можете просто крючком закончить, кто хочет. Я в этот раз свою бейку показывать не буду. Я в 5 видео ее уже подробно показала, думаю. Поэтому можете в конце видео, в каждом видео предыдущем, можно просмотреть, как я ее делала. Так, вот так вот последнюю
У меня принцип тот же, пока ничего нового. Есть по новой технике какие-то, но я на них еще видео не делала. Так, вот протянули и возвращаемся. По две. И так закончим нашу пяточку. Так, вот смотрите. Вот по две дужки вытащили. И будем продолжать. Довязываем пяточку до конца. Сейчас я померяю, сколько это дело у меня получилось. Так. Ну что, ну я не считаю эту пятку. Вот 24 сантиметра, 23,5. Если его чуть-чуть еще подтянуть, 24,5 получается. Ну да, 38-39. Поэтому, если в свободном, кто не любит, чтобы сильно в натяжку было, 38, а так 38-39 спокойненько можно одеть. Девочки, довязываем пяточку и сделаем беечку. Закончила я свой тапочек. Что я вам еще хотела показать? Вот смотрите, у меня здесь получилось много петель. Для моей ноги это очень широко. Мне их нужно сократить. Иногда что я делаю? Прошла первый рядок, сделала простую обвязку крючком, столбиком без накидов. Собрала, получилось петельки. По одной петельке кое-где сократила. У меня там было 80, я сократила до 74. А теперь набираю на спицы номер 2. Вот у нас получилась такая косичка по краю. Вот из-под косички, наоборот, я вытягиваю петельку. Косичка у нас получится наружу. Если в обычной бейке я отсюда вытягиваю петли, то когда я обвязываю крючком, я вытягиваю петли с обратной стороны, с изнанки. Вот так вот. И дальше вяжу лицевой вязкой нужную высоту беечки. Где-то у меня 15 рядов в среднем получается. Вот так вот. Набираем петли на 4 спицы и вяжем беечку. Как я ее примонтировала, можете посмотреть в предыдущем видео. Последние 5 минут видео. Я уже 5 раз показывала, поэтому отдельное видео потом сделаю. Ну, вот так вот. Набираем так петельки до конца. И все лицевой вязкой. Все, заканчиваем наш тапочек.